Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Кварт.ua. Быстрый анализ артефактов, боже, точнее, реликвий. Не знаю почему, но я очень хочу называть реликвии артефактами. Ну, ладно, мою злость сейчас задобрил гоблин-убийца. Вот реально, мою злость загоблил. Загоблил убийца. Короче, мою злость сейчас задобрил гоблин-убийца. Меня немножко взбесил этот момент по поводу того, как я вначале только что сказал, что это артефакт, а не реликвия. Знаете почему? Потому что я когда записывал мини-гайды по реликвиям, я несколько десятков раз назвал реликвии артефактами. Даже сейчас у меня на языке вертится то, что я хочу назвать не реликвии, а артефакты. Вот не знаю почему. Опа. А что это значит? Две жрицы — это классно. Я сейчас заобузю еще по монеточке с гоблина, и будет вообще песня. Припевающая каточка, походу, будет. Если со стартом не приходит жрица в 2 звезды, у меня даже есть несколько идей на эту катку. Короче, что я хотел сказать вначале. Быстрый анализ реликвий и легендарок. Я уже посмотрел, в принципе, какие там есть реликвии по поводу легендарок. Они здесь на самом деле прикольные. Единственное, что мне не понравилось, что есть реликвия аптечка священника, есть Мамора, есть жезл Киры. То есть самые имбовые реликвии на текущий патч. Так и что это значит? Смотрите, если будет чел какой-то, который будет абузить аптечку священника, то это означает, что, верно, в 90% случаев это будут инсектоиды. Инсектоиды будут, потому что, во-первых, здесь есть варлок, тут, в принципе, все приятные легендарки, которые есть в катке. Самое главное, это вот варлок. Есть эмпреска, которая тоже, ну, ничего себе с инсектоидами будет стакаться, особенно если собрать цветочку, вот эту вот кошечку трехмонетную, которая будет просто прыгать на лицо так, что закачаешься. Такое седалище устроить на чем-то лице, что просто... Ух! На самом деле здесь еще есть вертолетики, и если у меня получится, то я бы хотел попробовать все-таки гоблинов-мехов собрать. Но посмотрим, посмотрим. На самом деле здесь идеальная каточка для гритера, так как есть гнездо Маморы, есть, в принципе, жезл Киры, и с этим можно уже работать. Боже, что у меня так гоблин-убийца идет? Гоблин-убийца, если ты идешь из-за того, что я там вначале понервничал, то, ну, не переживай. Не переживай, все в порядке, я уже отошел. Ты со старта 2 раза пришел ко мне. Жалко, что ты, конечно, на втором раунде ко мне не пришел в двоечку. Вот это вот, конечно, жалко немножко. Но ничего страшного. Ничего страшного. Вангую, что будет в этой каточке. Во-первых, 100% будет инсектоид. 100%. Второй момент, скорее всего, ну, я не уверен, конечно, вот тут я не уверен в действительности, потому что тут, ну, ситуативно. Скорее всего, будет абуз Манки Кинга, либо же антимага через гнездо Маморы. Также, скорее всего, здесь будет бог-орк, потому что катка под бога-орка замечательная. Есть варлок, который будет спамить, ну, ничего себе, так сказать. Кстати, я выиграл раунд. Неплохо, неплохо так-то. Мне бы хотелось, конечно, с винстрига начать. И самое главное, тут есть дизраптор. Дизраптор — это, если что, орк-шаман. Орк-шаман — это прям то, что доктор прописал. А еще, знаете, я поставлю вот так вот гритера. Ну, честно, мне хочется на гритерах сыграть. Вот хочется и все. Вот дефолтные, неимбалансные гритеры. Вот слабенькие вот такие вот гритеры, слабоватенькие, слабусенькие. Хочется просто на гритерах катнуть. Поэтому, если повезет, буду играть на гритерах. Не повезет, ну, черт с ним. Кстати, здесь есть Свен. Есть Свен. И есть Джакира. Можно было бы попробовать еще, знаете, как сыграть? Ведьмаки, драконы, Керри Свен. Самая сильная сборка, которую только можно себе представить. Но единственный момент, это главное, чтобы Свен сам по себе пришел. А зная мою удачу, единственное, какой Свен может мне прийти, это топ-8. Это единственный Свен, который в действительности может мне прийти. Понял, понял. О, Саня Ку. Сэвидж, привет-привет. Привет. Секундочку, сейчас я тебе отвечу. Мгновение, подожди. Мартретка. И Хусик. Так, ладно, привет-привет. Я на запись, так что удачной игры тебе. Удачи, спасибо, Сэвидж, спасибо. Но, что ж, если повезет, то попадешь на телевизор. Будешь известной личностью, Сэвидж. Если не получится, ну что ж, будет первый блин комом, а это значит, что это будет в каком-то ролике бонусная концовочка. То есть, кто вдруг забыл,
Ну, точнее, я один раз у меня получилось это сделать. Один раз я на психах удалил все записи, которые там неудачные дубли были. Ну, в общем, я предлагал там идею, точнее, не предлагал, я ее озвучивал в телеграм-канале. Некр. Я в телеграм-канале озвучил идею следующую. Что когда у меня будут неудачные дубли, я буду вырезать концовки этих неудачных дублей и вставлять в конце удачного дубля. То есть, чтобы вы видели, сколько траев я потратил на конкретную сборку. Ну, как-то так. У меня билд максимально захиливающий. Не хватает только трента сейчас и жрицы в двойку. Две жрицы со старта пришло и все, и как отрезали. А ну-ка, давайте так. Напишите мне в комментариях, на каком раунде ко мне придет жрица света в двоечку. За троечку я уже молчу. Просто хотя бы в двоечку. Потому что, судя по всему, она не хочет идти мне в двоечку от слова совсем. Поставил пока что Хусика, так как у него есть какой-никакой, но собственный хп-реген, плюс у него стрелы настакиваются. Ну, добротный персонаж получается. Я вот думаю, наверное, всех все-таки кучно оставлять, хотя на самом деле это может сыграть со мной злую шутку. Так, у молодого там уже есть трен в двойку, а у меня еще жрицы в двойку нету. Даже как-то не планируется, судя по всему. Так, отхил пошел. Смотрите, какой захил. Просто жрицы хилят. Да, ну, хорошо, что я их поставил кучно. А вот, конечно, была бы у меня жрица в двойку, был бы у меня тренд в двойку, было бы замечательно. Так вот, по поводу бонусной концовки, вы поняли? Поняли, думаю. Я Некра, наверное, вот так вот поменяю. И мне как-то два умника нравятся, хотя на самом деле мне и Некра нравится. Если бы... Ну, в тройку я не хочу его пробовать убузить через Мамору. Я думаю, это будет хрень. Полнейшая хрень. Лучше уже Хускара какого-то в тройку забузить, и то будет намного больше импакта, нежели вот этого Некра. А знаете, как еще можно было бы поступить? Можно было бы жрицу засунуть в Мамору и собрать ее в 3 звезды. То есть, чтобы у меня было 2 жрицы в 3 звезды. Да там же захилишься по полной программе. Там захил Захилович будет. Так вот, попробую по поводу бонусных концовок я сказал. В принципе, мысль уже до конца озвучил. Давайте вот погрузимся теперь полноценно в каточку, не отвлекаясь. Не отвлекаясь. Вот, честно, многие мне пишут, блин, как же хорошо мне идут и волшебники, и резачок даже есть. Надо хорошенечко сейчас взвесить все за и против насчет гоблинов мехов. Ну вот смотрите, если играть на гоблинах мехах сейчас, в принципе, есть все шансы попробовать золотые роллы собрать, так как есть даже Empress Light. Но, все мы знаем текущую мету, причем есть еще такие реликвии неприятные, как аптечка, как гнездо Маморы, жезл Киры. Ну, жезл Киры, ладно, то такое. Но вот самые две главные проблематичные реликвии — это Мамора и аптечка. Объясню почему. Если, не дай бог, соберется инсектоид, а он, скорее всего, в 90% случаев соберется, потому что мета такова, если ты не играешь на мете, то, соответственно, ты обкекиваешься по полной программе, так жиденький стул под себе прям пускаешь хороший. А гоблины-мехи, они не затащат. Вот реально не затащат. Я даже не уверен, что Empress Light в 3 звезды сможет затащить. Единственное, что может затащить, это если попробовать сделать легендарные дубли. Но чтобы сделать легендарные дубли, мне, естественно, нужна аптечка. Если же не делать легендарные дубли, то в 90% случаев я, скорее всего, буду ловить отки снова. Почему я говорю, что в 90% случаев? Потому что... я не успею на темпе вывести. Понимаете, чел получит аптечку священника, он выставит своих инсектоидов, а я выставлю своих гоблинов-мехов. Как вы думаете, кто кого вынесет? Естественно, гоблины-мехи, они откиснут по полной программе. А вот инсектоид, наоборот, будет счастлив на 150%, потому что он наспамит своими змейками, наспамит своими там перевоплощениями, не дай бог у него там еще и дубли какие-то будут очень неприятные в плане манки кингов и тому подобное. Это просто будет фармежка для инсектоида. Там инсектоид, ну, не знаю, минус 200 даст мне в лицо, с порога вот чисто. Так как у гоблинов-мехов довольно-таки слабые персонажи, они не лейтовые. А сейчас лейт, он начинается чуть ли не с 20 раунда, если есть как бы хорошие реликвии. Поэтому это нужно учитывать. И вот из-за этого я особо сейчас не хочу как бы пробовать на гоблинов-мехах играть. Вот если бы была просто аптечка священника и награда за гоблинов, я бы как бы играл бы вот через гоблинов-мехов.
Аптечка священника, награда за гоблинов — это, в принципе, хорошие артефакты. Если бы не было вот этой вот помойной маморы. Хотя, на самом деле, даже если аптечка священников есть, я не особо хочу играть на гоблинах мехах. Очень хорошо должно идти со старта, чтобы я смог на гоблинах мехах выйти где-то к раунду 15-20 уже на 9 уровень. Потому что с 9 уровня уже можно работать с гоблинными мехами. Ну, там есть как-никак, но 3% шанс, что тебе упадет легендарная фигура. Может быть, будет шлем Ареса. Он мне может тоже помочь. Ну, короче, гоблины мехи — это святой... Берем. И я мартретку туда закину. Раз у меня нет никакой адекватной фиолетовой фигуры, кроме некромансера, я закину туда мартретку. Поверю в мартретку и попробую реализовать ее под гритерами. Чисто приправа такая, знаете, как вишенка на торте будет мартретка в 3 звезды. По дефолту я собирать гритеров буду таким образом. Тренд 3 звезды, жрица 3 звезды. Так как есть омник, я думаю, омника попробовать в 3 звезды собрать. Некра я брать не буду, он такой себе, и слишком дорогая фигура. Мне больше слотов надо делать, будет где-то 9 уровень. Короче, не вариант. Я максимум хочу это 8 уровень, чтобы чисто собрать себе антимага, манки кинга в двойку. И все. Вот единственный момент — это то, что мне тренда придется продать в будущем. У Рика там такой огромнейший стол, но я к магам готов. Мне маги как бы не страшны. Не страшны, потому что, хотя на самом деле... Ну да, маги мне не будут страшны, так как они не будут навешивать свой дебаф на минус сопротивления моим гритерам. Единственное, что будет опасно для меня, так это то, что если у него посох третьего тира появится, там мне в любом случае понадобится шар бездны. Без шара бездны я буду откисать просто припеваючи. Будете кушать горячие пирожки, как и буду откисать. Так, 3 аптечки уже обузят. Угу. 3 чела на лустрике, 3 аптечки обузят. Молодцы. А, кстати, как я мог забыть за этого всемогущего Дума и Гримтача? Знаете, что я сейчас понимаю? Где, мать, мое усиление? Где мое усиление? У пацанов там уже по 2 звезды персонажи. Вот, Бохор, кстати, собирается. У меня еще сейчас винстрик 5. Но этот винстрик у меня пропадет по щелчку пальцев. Вот так. Ну вот, похоже, и пропал, да? Ну, и похоже. Смотрите. Там-тарам. Обидно. Вот реально немножко обидно. Были бы у меня фигуры в 2 звезды. А мог ты чуть раньше прийти, антимаг? Ну, к раунду 10. Я бы тебя запихнул в Мамору. Кстати. Прямо сейчас пишем в комментариях, на каком раунде у меня гнездо Маморы родит 3-звездочную мартретку. Прямо сейчас пишем в комментариях. Ставим ролик на паузу и пишем в комменты, на каком раунде у меня будет мартретка в 3 звезды через гнездо Маморы. Давайте. Сейчас уже 2 звезды мартретка. Хорошо. Я ее буду до талого держать. Я вот не раз говорил, когда играете через гнездо Маморы, собирайте тот билд, который не будет зависеть от 3-звездочной фигуры по максимуму. То есть не пытайтесь надеяться на имбу. Придет — хорошо. Не придет — ну, бывает, бывает. Чтобы вы потом не расстраивались в конце, когда вы все вкладываете в одну фигуру, она вам просто элементарно не идет. Чтобы не было потом обидно. Я почему так именно сейчас говорю? Потому что мне часто стали в комментариях писать о том, что невозможно стало играть, ты закидываешь там фигуру в гнездо Маморы, гнездо Маморы тебя не рожает адекватно, и т.д. и т.п. и тому подобное, 5-10. Ребят, делайте такие сборки, которые будут тащить вне зависимости от того, родит Мамора или не родит Мамора фигуру в 3 звезды. Вот я играю только по такому принципу, и вам тоже советую. Да, но прикольно, конечно, когда к тебе там, на 18-19 раунде какой-то Манки Кинг в 3 звезды, антимаг в 3 звезды приходит. Но намного приятнее, когда вы уверены в своем столе на 150%, что даже если у вас не будет этой фигуры в 3 звезды, вообще плевать. Вот, например, чел играет на охотниках сейчас, но закинул вайпера в Мамору. Чел кайфует от жизни, он словил кайф, он просто понял эту жизнь. Он прожил уже десяток тысяч раз. Он весь опыт своей жизни соединил воедино и просто закинул туда вайпера. Все. Так что, ребята, и вы также должны вот решать, точнее не решать, а также относиться к гнезду Маморы. На пофиг. Да, это круто, конечно. Да, это стоит обузить. И вот в действительности, я вот сейчас, ну, я не знаю, сколько еще времени будет эта мета, но я думаю, довольно-таки долго. Поэтому не думайте, что эта мета быстро закончится, и приспосабливайтесь.
Вот на ранге ферзь в каждой катке абсолютно есть почти инсектоид. Ну ладно, почти в каждой катке. Ну, в 90% случаев есть постоянно инсектоид, есть какой-то абузер через раннего Манки Кинга, антимага на 18-19 раунде. И это к этому нужно приспособиться как-то, ну, смириться даже вот на крайний случай. Больше как бы тут, ну, ты ничего не придумаешь. Вот реально ничего не придумаешь. Вот смотрите, у меня сейчас 15 раунд, у меня 87 хп, стол фул в дубликатах, просто рубрика все по 2. Спасибо, конечно, рандом. Рандом такой замечательный. Ну вот я сейчас мобам откисну. Смотрите, вот просто прикол, я сейчас откисну мобам. Меня сейчас такой строят лепердоль мобы, что это... Вон, Рик сидит в 11 монет, кайфует. Все, весь стол в 2 звездах, ему норм. И Винстрик 5. Сейчас откиснут мобов, им проверяйте. Мне придет Хускар в двойку, Омник в двойку, Жрица в двойку. Но сейчас откиснуть сначала для мобов надо. Это, знаете, это как традиция. Ты приносишь жертвоприношение для того, чтобы тебе удача улыбнулась. Вот так же и бог рандома. Он требует какую-то жертву. Это либо твои нервы, либо твои нервы. Либо же твои нервы. Ну, просто. Таролог Александр на связи. Вот серьезно. Экстрасенс Александр. Ребят, принимаю заявки, кому там погадать на кофейной гуще, на картах могу. Ну ладно, пришел только один Омник. Немножечко стриндел. Ну, чуточку такую. Маленькую чуточку. На самом деле это кринж. У меня нервы уже как бы не к черту. Мне нужна хорошая каточка. Мои нервы от этой игры, у меня скоро седина на волосах появится. Нервы не восстанавливаются, как говорят. Их можно немножечко успокоить. У меня и так шум в левом ухе. Я не хочу, чтобы еще мозги на бекре не уехали. Хотя от этой игры, знаете, ну, я играю... Я как бы хожу по тонкому льду. Честно, я хочу попробовать поиграть через мартретку на грейтерах. Но без метовых персонажей играть невозможно. Вот невозможно и все. Ты дебил на Омнике, кого ты похилил? У него было время похилить антимага. Он берет, поворачивается, хилит гритера. Кстати, а стрелы, походу, стакаются. Да, стрелы-то стакаются. А какого лешего они стакаются? Насколько я помню, на гритера стрелы Хускара не работают. Насколько мне память не изменяет. Чё-то я не понял этого прикола. А с каких пор стрелы Гритера настакиваются на... Ой, стрелы Гритера. Стрелы Гритера, боже. Стрелы Хускара настакиваются на Гритера. Насколько я помню, как только вышел патч с изменением Гритеров, стрелы Хускара не настакивались на Гритера. Чё за бред? Кстати, UKS уже 9 уровень. 17 раунд, у него уже 9 уровень. Спасибо за трента в двойку на 17 раунде. Угу. Руку пожал, обнял, поцеловал. Бруду ставлю, так как она неплохой персонаж на самом деле. У нее скилл минимум кдэшится, у нее есть миссы, а это самое главное. А, вот что ты хочешь собрать, UKS. Понял, все, рот завалил. Он делает серьезный билд. У него будет... Джаггер 5 из 9, понял. А у тебя что DVD? Ну, Вайпер 3 из 9. А там разор будет в 3 звезды. Это плохо. Новости так себе, если честно. Новости это так себе. У меня аж мысль из головы. А, вот, я говорил про Бруду. Бруда неплохой персонаж, на самом деле. У него скилл кдэшится минимально. И самое главное, это миссы. Плюс какой-никакой, но спам по очку. Реально спам по очков неплохо так помогает. Уже как я обожаю антимага. Антимаг даже в единицу. От него столько пользы. Вот реально. Есть куча персонажей, которые в действительности помогают вот. Ну вот просто антимаг только что сделал 3000 Муэрти, и Муэрта не смогла перевоплотиться. И из-за того, что Муэрта не перевоплотилась, она стояла на месте, крутила джига-джигу какую-то.
Просто там танцуют все. Танцы, танцы. Так, там что-то такое интересное собирает молодой человек. Уже цветку в 2 звезды имеет. Интересно, интересно. О, 79. 79 Просто на месте забуксовал. Ни с того, ни с чего. Забуксовал. И все. Это по-любому влияет вчерашние мои приколы, когда я записывал мини-гайды по реликвиям. Как я не хотел... Как у меня только что не вырвалось мини-гайды по артефактам? Вот как это только что не вырвалось? Не знаю. Хотя на языке вертелось. В общем, 7 из 9 мартретка. Звучит многообещающе. Надеюсь, так оно и будет в действительности. Вот, серьезно, антимаг в 1 звезду настолько полезный, что не передать словами. Манки Кинг в 1 звезду не настолько полезен, как вот антимаг в 1 звезду. Ну, вот, кстати, видите, паучков наспамило. И хорошо, и замечательно, и прекрасно. Напомните, пожалуйста, с какого раунда у меня жрица стоит ну, вот просто в 1 звезду 2 штуки. Вот с какого раунда у меня жрица стоит? Ну ты падло. Вот я тебе серьезно говорю, отвечаю. Вот, ну. Семь из 9, все, я понял. Все. Мартретка больше подниматься не будет. Уже 2 раунда или 3. Или 3 раунда даже у меня стоит мартретка 7 из 9. Это плохо. Сказать, что это плохо, это все равно, что ничего не сказать. На всякий случай я вайпера хочу, наверное, оставить пока что. Хотя, если там чел уже соберет себе вайпера в 3 звезды, я уже вряд ли своего вайпера в 3 звезды соберу. Но нет! Но только не откисни мобам, я тебя прошу. Только не сейчас. Фух. У меня аж ну, волнение в груди, понимаете? Ну, я возьму новый... Я, наверное, возьму награду за гоблинов. Да что ж такое? Нос чешется ужасно. По-любому в табло в этой катке получу. По-любому. Раз нос чешется, то это хорошее предзнаменование. Юзаем награду за гоблинов. Уже будем получать сейчас плюс 4 монетки к нашему инкаму. Бог-орк, дракончик там собрался. Пу-пу-пу-пу-пу. Рубрика «Все по 2». О-о-о. Точка G там собрался неплохо. Уже воинов поставил фуловых. Дракон с Кири Свен. Он, конечно, без денег сейчас сидит, но на самом деле вот этот дракон Кири Свен может такие проблемы сделать. Ну, я тут откисаю по-любому, да. Ну, как бы гадалки не ходи, по-любому должен откиснуть. Конечно, стол в единицах стоит весь. Чего бы не откиснуть. Так, Юкейс перебрал победную серию игрока 6 Savage. Так, Юкейс, давай-ка ты там попридержишь своих коней и не будешь слишком газовать на меня. Ну, в целом на нас. Не надо газовать. Не только на меня. В целом на всех. Перестань газовать сейчас. Вот там вот сидишь в топ-10, точнее в топ-8. Вот там вот и сиди. Не надо в топы вырываться. Единственное можешь, уничтожь, пожалуйста, воина. Вот полностью вынеси его в хламину. Полнейшую хламину вынеси этого воина. Придет ему Свен в двойку. Придут ему хорошие шмотки. И все. И будет финита ля комедия. На самом деле Свену надо мало. БКБшка, гиперстон, МКБ. Все. Этих предметов ему будет достаточно, чтобы выносить все столы. Надо как-то будет записать Ведьмаков Драконов и Кири Свена. Я давненько не играл на таком билде. DVD-шник, отвали от меня, а? Рыбить моего антимага. Падла.
22 раунд. Мартретка еще не вылупилась 3 звезды. Угу. АХП медленно тает. Спасибо. Фура в двойку. То, что доктор прописал. Оу. Оу. Конечно. Ну ты тварь. Если не ошибаюсь, то с 17 раунда это чертила стоит 7 из 9. Кстати, жрица апнулась. Я в шоке. Все, игра сейчас пойдет. Смотрите, я апнул жрицу в 2 звезды. Все, это конечное для всех. Проверяйте. Выносить буду, аж пятки будут сверкать у всех. Просто все будут сейчас в белых тапочках находиться. Давай, Манки Кинг, пошел, пошел, пошел. Давай, 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 давай. Ладно, ребят, забираю свои слова назад. Манки Кинг в 1 звезду довольно-таки полезный персонаж, особенно когда есть огромный спам. Все, что я говорил до этого, извиняюсь, оправдан на 150%. Манки Кинг. Нормально он так и что так поконтролил молодых. Минус в том, что я 80 монет не удержал. Вот это вот минус. Антимажик. Боже, какая ты моя зайка. Какой ты, ну, вот прям в двойку пришел. На 24-м. Ну, ладно. Лучше рано, чем никогда. Правильно? Правильно. Это как была катка на стриме. У меня был 9 уровень. Шанс 20%. И у меня был всего лишь один Манки Кинг, один антимаг. Никто их не собирал. Точнее, нет, были кто-то собирал их. Но закон подлости говорит мне о том, что приходить они мне... Боги мои боги. За что мне все это? Вы видели, куда жрица накинула свой отхил? Я ее испепелю. Вот серьезно. Спасибо. Спасибо за улучшение. Спасибо. Пу-пу-пу. Да. Ребят, кто написал в комментариях, на каком раунде ко мне придет Мартретка в 3 звезды, у вас есть время исправить этот комментарий, пока я его не увидел. У вас есть время исправить этот комментарий. На самом деле, зачем я умников собираю? Хотя это чистый урон, чистый отхил. Но нужен ли он мне? Если там будет еще один антимаг, то наоборот это мне хуже будет. Там уже 2 цвета в 3 звезды. Так, бусы берем. Бусы это хорошо. Никогда неплохо будет. Ну-ну. Угу. Угу. Ничего себе. Ничего себе. Так, свенчик тут стоит, этот тут. Я попробую предметы сейчас перерулить. Давай. Посох хорош. Посох хорош. Хотя на самом деле мне нужен не посох. Хотя и посох мне нужен. Ну, короче, на самом деле мне не посох нужен. Мне нужен гиперстон. Гиперстон, так как это скорость атаки, и это необходимо мне кровь из носа. Так, Savage. Вот такой мне нравится. 9 уровень, стол у него классный, богов нету. Все то, что доктор прописал. Погнали. Хилимся по полной программе. Гритеры у меня есть, мои любименькие. Отхил есть, дамаг есть. На стаковый посох буду взрывать, будь здоров. Так, у Юкейза осталось 4 хп, я надеюсь, он вылетит. Мне не нравится то, что там 2 цвета, и он играет через дубликаты. Это опасно. Это очень опасно. Вы видели? Вы это видели?
8 из 9. 27 раунд. Отлично. Мне не нравится вот этот парень. Очень как не нравится. Он играет через дубликаты и... как же мне поступить? Если у меня не будет адекватного усиления, не будет адекватных предметов. Хотя... Шаманы? Ого. 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 Ну, по-моему, ты уже как-то поздновато шаманов собрал. Поменял местами Свена. Из-за этого успел он. Нет, живи! Живи! Ничего себе там дамаг у дракона. А мог... Обидно. Но у меня очень туго идут усиления. Очень туго. Я думаю, сейчас многие со мной согласятся, что усиление у меня идет, будь здоров. Это то же самое, что машину на гору толкать. В одиночку. А тебе в это время надо вниз. А ты на гору толкаешь. Но ты об этом еще не знаешь. Как же все туго. Мартретка вообще не хочет апаться. Она слишком поздно придет. Слишком она поздно придет. Конечно, лучше поздно, чем никогда, но она слишком поздно придет. Вряд ли мне что-то поможет после этого. Ой-ой-ой! Ой, а что такое вайпер? Ну сдохни! Как ты так меня вынес, падло? Куда вы свой хил кидаете? Вот объясните мне, жрицы, куда вы свой хил кидали? Или просто ненормально кинули, это я не уследил. Но у меня нет усиления адекватного. Вот нету и все. Что ты хочешь? Вот нету. Я, наверное, сейчас Ух ты, спасибо. О, еще и мартретка пришла. Покупаем. Так, ну мне по-любому нужен будет. Дум по-любому. Так, Омника продаем. У меня 3 эльфа собралось. Ну, надо прощаться с Трентом. Трент уже не настолько импактовый будет, поэтому надо прощаться с ним. И надо ролиться. Надо ролиться, потому что время. Пум-пум-пум-пум-пум. Ладно, попрощаюсь с Манки Кингом. Как-то пока так. Ну, время. Я немножко провтыкал. Я даже сейчас с инкам полностью не реализую. Так, он понял, он меня дубликатами выносит. Но у меня на него есть. У меня на него есть управа. Но посмотрим. Мне сначала надо с воином разобраться. Разберусь с воином. С вот этим молодым человеком разберемся. Нужно будет поставить фуловых морских, и я его вынесу подчистую. Главное этот момент не упустить. Сейчас мобы. На 60 монетах пока что останусь. Может получится антимага в 3 звезды собрать. Надо, наверное, попробовать предмет какой-то 5-го тира найти. Чтобы я смог прям жестко пробивать воина. В самом деле, у меня проблемы решит Дум в 2 звезды. Если, конечно, он правильно свой Дум накинет. $7200 урона мортретки. Понимаю. Так, берем мастерскую буму, потому что я сейчас буду предметы переделывать. Манки Кинг. Ну, я уже одному продал, ну ладно. Давай попробуем предмет все-таки 5-го тира найти. Вот так вот сделаю. Плевать на антимага пока что. Будем через мортретку пробовать. Сказать честно. Криты это, конечно, классно. Ой, а я, наверное, сделал ошибку. Ой-ой-ой. Сейчас скажу, секунду. Я только что яйцо пропустил. Так,
думчик. Отлично, думчик капается, хорошо. Ну и, наверное, через яйцо апнем сейчас Хускара. Или пока не буду. Я пока что не буду этого делать. Ну давай, Мартретка, 3 звезды. Окупи себя. Окупи все деньги, которые я в тебя вложил. Окупи. Давай. Я надеюсь, конечно, чел не придет с дубликатами. Ну давай. Чтоб ты долго жил на воине. Серьезно, чтоб ты долго жил на воине. Ну классно, что Дум только что сработал именно на Вайпера. Прям как надо. Я его вынес из-за этого. Но, чтобы вы понимали, у него был щит 5-го тира, и благодаря этому моя Мартретка ваншотнула. Сама себя. Так, берем волшебников. Бог рандома, пожалуйста, улыбнись. Молю, улыбнись ко мне сейчас. Так, берем одного. Мне нужно 2 волшебника еще. Давай. Давай. Так, морской у меня есть, мне больше морской не нужен. Яйцо продаем, отлично. Так, все, надо менять. Перекину предметы в антимага. Ёлки! А мне не хватает... Все, фонарики. Я не успеваю. Боже, какой я идиот. Какой я идиот. Это не передать словами. Я худею. Это боль и разочарование. Это по-другому не назвать. Я что-то в своей голове думал, что у меня есть еще один морской. А я в тупую поставил волшебников и смотрю вот такими вот глазищами. Почему у меня не собираются морские? Почему у меня собираются какие-то боги? А еще я все-таки сделал, наверное, неприятный и совершенно неверный приоритет по предметам. Вот если сейчас все проанализировать, я что-то очень попутался с волшебниками. Очень жестко ошибся. Эта ошибка стоила мне победы. Чтобы вы понимали, если вот кто думает, что морские бы мне здесь не помогли, потому что там цветы есть в 3 звезды, я вам расскажу, как работает синергия морских. Вот вдруг кто не понимает, как она работает. Если что, синергия морских, она поглощает не магический урон. Она поглощает урон от способности. И неважно, как способность наносит урон. Чистый, магический, физический, без разницы. Если это активная способность и она наносит урон, соответственно, морские поглощают. А весь поглощенный урон в течение 3 секунд вернется, сколько там, вернется в магическом эквиваленте к нему. То есть я бы его ваншотнул. Ну и все-таки, да, в действительности мне надо было искать шарбезны. Вот в действительности мне надо было искать шарбезны, мне не надо было искать предмет 5-го тира, а в тупую надо было сосредоточиться на предметах 3-го тира. Оставить магический посох 3-го тира, найти шарбезны, найти гиперстон. Вот такие вот предметы мне были кровь из носа необходимы. Я слишком был в себе самоуверен, слишком дурак. И самое жесткое, это была ошибка с волшебниками. Я почему-то думал, что у меня сейчас станут все морские. Я в это прям свято верил. А оказалось, что я слишком сильно в это верил. Ошибка. Гнилая, плохая ошибка. Не совершайте такого. Если вы видите какой-то магический урон, подготовьте заранее вот этих волшебников. Просто выделите для них 3 слота. Просто выделите. Раз вы играете через гридеров, несложно все-таки сделать одного морского волшебника и одного демона еще найти сверху. Потому что гритер сейчас без думов это такое себе. Вот реально дум плюс гримтач это вот кровь из носа необходимая составляющая гритеров. Но честно на самом деле, я таким вот билдом, как он сейчас играл. Это реально прикольный и must-have рабочий билд. И, кстати, я вот сейчас вспомнил, что я тоже играл через дубликаты, тоже играл через разоров, эсэфов и тому подобное, через цветок. И также всех выносил. А в конце челик играл через волшебников. И он просто поставил морских и вынес меня. Вот, все, я вспомнил. Я вспомнил, когда такая ситуация уже происходила.
Там я тоже отлетел в топ-2. Ну ладно, это реально моя ошибка. И, честно, немножко грустно. Немножечко, вот прям, ну, чуточку грустно. Если бы я успел, наверное, гритеров поставить, возможно бы, возможно бы я бы смог пережить, как бы, его нападение на себя. И у меня было бы там пару хп всего лишь, даже одного хп бы мне хватило. Ну, может быть, бы хватило, не уверен. Но я бы хотя бы попытался что-нибудь сделать. Я бы нашел бы, может быть, еще одного морского. Ну, не факт, конечно, но надежда умирает последней. Но этого не случилось, поэтому что делать? Ничего не делать. Все, вот, это факт. Констатация фактов. Я в конце раз провел анализ своих действий сейчас, и я понял, что я идиот. Все, вот. Но, скажу так, катка реально была добротной. Удивлен, кстати, что не было ни одного инсектоида. Скорее всего, знаете, почему не было инсектоида? Из-за того, что, во-первых, был Ведьмак-дракон через Кири Свена, а во-вторых, был Орк-шаман. Орк-шаман, если что, инсектоидов просто испепеляет. И бог Орк сам по себе испепеляет инсектоидов, если там и хороший заряженный Джаггер. Ну, что я могу сказать? Это было круто. Я реально доволен, несмотря на свои вот эти вот дурацкие ошибки в конце, я доволен. Я реально собой доволен. Но все-таки оставлю вот эти вот 35-40% недовольства. Ладно, ладно. Добавить мне больше нечего. Одна ошибка, и ты ошибка. Вот так вот и ролики назову, в принципе. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, ребят. И я хочу напомнить вам, лайки. Обязательно ставим свои лайки за такую классную каточку. Просто оцениваем ее по максимуму. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на мой YouTube канал, Telegram канал. Он закреплен, если что, в комментариях. И всем удачи!